Сегодня я расскажу, как сделать паттерн, используя текст и его деформацию, а точнее растягивание букв. Итак, создаю первую композицию, называю ее text white, фреймрейт 30 и продолжительность 4 секунды. Во вкладке Layer, New, выбираю Solid, и у меня будет белого цвета. Выбираю в инструментах текст вертикального направления и печатаю свое слово Space. Далее включаю сетку и равняю по линиям сетки текст. По слою правой кнопкой мыши нажимаю, нахожу Create Shapes from Text. И здесь я поменяю цвет слоя на оранжевый. Раскрываю этот слой, иду в Contents и в поиске ищу Pass. И проставляю ключи на этом параметре. Закрываю этот слой, нажимаю U, и теперь эти ключи у меня отображаются. Я их могу перенести вперед на 1 секунду. Буду использовать инструмент линейку. Перетаскиваю ее на центр букв. И проставлю дополнительные точки, используя инструмент перо, для того, чтобы комфортно было растягивать буквы именно от середины. И также ориентируюсь на линейку. Далее я выключу пока Solid, чтобы видно было точки. И с правой стороны от линейки их выделяю. И далее вытягивая вперед, зажимаю Shift, чтобы была прямая линия, не съезжали буквы, и четко до середины композиции. Снова включаю Solid, смотрим, что получилось. Здесь буквы растягиваются. Далее я выделяю первые ключи, смещаюсь на 2 секунду и переставляю ключи. Таким образом их чередуя растягивание и снова исходное положение. Выделяю ключи, перевожу их в Easy Ease, кликаю на графики и здесь поправляю графики. И смотрим, что получается. Отлично. И теперь я закрываю этот слой, выключаю его, включаю текстовый слой, дублирую Ctrl-D. И здесь по позициону смещаю второе слово в правую сторону композиции. Снова выключаю текстовый слой, включаю шейповый и также перевожу текст в shape. Меняю цвет слоя и повторяю то же самое. Проставлю ключи на параметре Pass. Эти ключи сдвигаю вперед. И также использую инструмент линейку. И проставляю дополнительные точки, от которых будет растягиваться буквы. Можно попробовать не использовать такой способ и растянуть без дополнительных точек. Выключаю белый слой и аналогично смещаю теперь буквы от центра в левую сторону. Зажимаю Shift, чтобы они двигались по прямой линии. И смотрим, что получается. Сейчас они двигаются одновременно, растягиваются, поэтому мне нужно поменять
ключи и также их проставить по всей композиции, чередуя растягивание и исходное положение букв. Также выделяю их, перевожу в Easy Ease и работаю с графиками. Так, смотрим, что получается. Так, отлично. Застилизую первое слово, выделяю этот слой, иду в эффекты и нахожу Wave Warp. Применяю, выбираю тип волны и проставляю значение высоты и ширины. Значение скорости волны выставляю 0. Смотрим, что получается. Отлично. И далее иду в Project, дублирую композицию, нажимаю Enter и переименовываю ее на Text Blue. Так, захожу в эту композицию и поменяю цвет солида на голубой. Выделяю шейповые слои, раскрываю все ключи и выделяю ключи до 3 секунды. Перехожу в Keyframe Assistant и Time Reverse. Теперь анимация будет проигрываться в обратном направлении. Сначала будет растягиваться второе слово, потом первое. Создаю еще одну композицию, называю ее Main с теми же параметрами. Создаю Solid черного цвета. Сюда перетаскиваю композицию Text White, скейлю до 45%, переношу в верхний угол и далее продублирую и по диагонали переношу. Перетаскиваю Text Blue, проделаю то же самое, скейлю до 45%, дублирую. Буду размещать квадраты, используя инструмент линейку. Выключаю этот инструмент и смотрим, что получилось. Отлично, можем зарендерить, идем в Render Queue и рендерим. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!